Друзья, мы ценим каждого зрителя и подписчика, в том числе тех, кто смотрит нас из других стран. Каждый ваш лайк и комментарий продвигает наше видео. Вы знаете, насколько это важно для развития канала. Поделитесь роликом с родными, друзьями и, конечно, подписывайтесь, если все еще смотрите нас без подписки. И, в общем, все у него шло исключительно вокруг этой солдатской тематики. Говорили, что он любит муштру, покричать на подчиненных, грубоват. Это не комплимент. Монашеским поведением наш герой тоже не отличался. Но, если говорить серьезно, то «Звездный час» Константина как самостоятельного командира, Франция, битва при Фер-Шампенуазе. Все и в Петербурге, и в Москве присягнут Константину. Добрый день, дорогие друзья, любители русской истории. Мы неожиданно возвращаемся в XIX век. Поговорим на тему, которую мы как-то проскочили, о теме несостоявшихся исторических опций, несостоявшихся правителях России, о так называемых вторых лицах, тех самых, которые вполне возможно могли бы быть и первыми. Таких передач, наверное, будет несколько, но сегодня об одном из без 5 минут императоре Российской империи есть такая расхожая фраза: «История не знает сослагательного наклонения». Конечно, с научной точки зрения это непререкаемая истина. Однако на самом деле для историка порассуждать на тему альтернатив бывает и интересно, и полезно. Особенно, когда речь заходит о людях из правящей династии в эпоху абсолютных монархий. Как известно, наш любимый историк Ключевский, который всю свою жизнь прожил при самодержавии, считал именно абсолютную монархию самой совершенной формой правления, если бы не одно «но». Какое «но»? Но это случайность рождения. На троне может оказаться кто угодно. Человек неспособный, не готовый, не желающий править, ну или просто, не дай бог, болезненный. Вот это «но», случайность рождения, в общем-то, и является, наверное, одним из самых больших недостатков самодержавия. Случайность рождения исключает конкуренцию. Естественный отбор самых умных, талантливых, эффективных и так далее при прохождении демократического сита борьбы за власть. Что я сказал? Кто вам сказал, что при демократическом отборе, демократическом сите прохождения борьбы за власть наверху обязательно окажется самый умный, способный и талантливый? С тем же успехом может оказаться просто самый наглый, беспринципный, перешагивающий через трупы, не имеющий никакой своей личной позиции, а подстраивающийся исключительно под хотения толпы или желания электората. Ну, в общем, здесь мы с вами ударяемся совсем в большую политику. Давайте все-таки поговорим об истории, о XIX веке. Поговорим о человеке, который вполне мог бы стать, а некоторые считают, что и был некоторое время во главе нашего государства. Вообще, второй номер понятие весьма условное. Вот Петр I. Мы привыкли, что он первый. А на самом деле по рождению Петр был третьим в очереди на престол. Если бы тогда существовали букмекеры, то никто бы не рискнул поставить на то, что ни один из двух старших, доживших до совершеннолетия, это уже по тем временам удача, не оставит наследников. Петр I стал первым, можно сказать, волей случая. Ну а его жена Марта, скорее всего, Скавронская, кто его знает, как ее звали на самом деле, но она же Екатерина Алексеевна, императрица, которая из безвестной совершенно простолюдинки, то ли прачки, то ли домработницы в доме пастора Глюка, пройдя сложный путь плена, нищеты, кто его знает, какие там еще были личные обстоятельства, не будем здесь злословить, в
конце концов смогла стать первой в истории России женщиной официальной главой государства. Какая уж там Золушка, какая там туфелька из прачек в императрице. А с другой стороны, бывали случаи, подобные тому, о котором я буду рассказывать сегодня, когда природный Романов искренне и добровольно отказывался от короны. Речь идет о втором по старшинству сыне императора Павла I Константине Павловиче. Называть его вторым лицом некоторая натяжка, потому что формально он почти месяц как бы правил под именем Константина I, о чем свидетельствует и присяга, принесенная ему всеми государственными учреждениями, включая родного брата будущего императора Николая I. Посмотрите на портрет. Посмертный для обоих, и для Константина, и для художника Джорджа Доу, портрет великого князя Константина Павловича. Посмертный, потому что художник набросал только эскиз, после его смерти портрет дописывал его ученик, ну и сам Константин Павлович к этому моменту тоже скоропостижно скончался. Константин родился в 1779 году. Они с Александром, старшим братом, практически погодки. Он был вторым сыном Павла I и внуком бабушки Екатерины. Почему его назвали не каким-то традиционным для Романовых именем Михаил, Алексей, Петр? Ларчик открывается очень просто. Царственная бабушка видела его ни много ни мало как правителем возрожденной Византии со столицей в Константинополе. Константин для Константинополя. С младенчества он изучает греческий язык, потому что это язык народа, которому ему придется править. Пройдет много лет, и когда Константин захочет, чтобы его не понимали, он будет общаться, таких было немного при дворе, по-гречески. Это вам не по-французски или даже немецки. Никто, кроме Константина, по-гречески свободно не говорил. Константин всего на год младше своего брата, будущего Александра I, и воспитывают их вместе. Команда учителей одна и та же. Наиболее известный из них швейцарец де Лагарб, известнейший фармазон. Фармазон – это не имя, звали его Фредерик, это на нашей смеси французского с нижегородским франк-массон. Помните, он фармазон, он сумасбродит, он пьет одно стаканом красное вино. Это вот про таких либералов-масонов, как де Лагарб. Считается, что именно Лагарб заразил будущего императора Александра I либерализмом, по крайней мере, первых лет его правления. Однако Константину, хоть они учились, можно сказать, за одной партой, никакая либеральная зараза не прилипла. Или, может быть, он переболел ей в детстве как ветрянка и сохранил уже иммунитет на всю жизнь. Его интерес не какие-то там конституции, реформы и все прочее. Интерес Константина, как у папы. В этом отношении он на отца был очень похож. Армия, порядок, кавалерия, оружие, все, что связано с военной службой. Когда его слишком доставал учитель русского языка со всякими там склонениями, спряжениями, падежами, и говорил: давай, посклоняй. И вот Константин начинал: солдата, солдату, солдатам, о солдате. В общем, все у него шло исключительно вокруг этой солдатской тематики. В этом отношении был он похож на отца. В 15 лет, это по-нашему, восьмиклассник, Константин получает от отца в подчинение 15 гатчинских солдат. Живут они в Гатчине. Матушка своего сына Павла ни до какой власти не допускала, особо не допускала и в Петербург. Пускай у себя там в Гатчине, чем хочет, рулит, открывает аптеки, строит потешный флот, командует своими гатчинцами, только не мешает ей вместе с фаворитами править империей. Когда своих 15 солдат Константин вымуштровал, ему доверили командовать целым батальоном. Посмотрите, как это красиво. Картина из музея-заповедника Гатчина «Парад при Павле Первом». Если сильно вглядываться, может быть, кто-нибудь там и рассмотрит молодого великого князя Константина. Кстати, Гатчинский дворец, если не бывали, побывайте обязательно. Невероятной красоты, масштаба, помпезности здания. Очень интересный музей. Гатчину
построили для братьев Орловых изначально, но потом, после смерти любимого Гришеньки, Екатерина II выкупила у семьи Орловых этот дворец и подарила своему сыну Павлу I. Пусть вот там живет и тешится. В годы блокады Ленинграда Гатчинский дворец был очень сильно разрушен, потом заминирован, мало что сохранилось. Но восстановили в советские годы, особенно в последние. Приходите, прекрасный, очень интересный музей. Константин Павлович с молодости пытался быть хорошим образцовым офицером. В 20 лет он добровольно едет на войну к Александру Васильевичу Суворову в его знаменитом итальянском походе. И без всяких скидок и поблажек переносит все тяготы похода наравне с другими офицерами. Собственно, Константин вместе с Суворовым переходит через Альпы. Привилегий себе никаких не просит, не жадничает. Когда после альпийского перехода практически полностью закончился провиант, и наши чудо-богатыри реально сидели на воде и сухарях, Константин Павлович на собственные деньги везде, где только может, закупает продовольствие и раздает его солдатам. Говорили, что он, как офицер, любит муштру, покричать на подчиненных, грубоват, рисковат. Но в отличие от отца, он в близком общении был помягче. И офицеры, которые общались с ним не только формально перед солдатским строем, всегда относились к нему очень тепло. Это потом сослужит Константину известную славу. Вот Милорадович – это его товарищ с итальянского похода. Багратион с итальянского похода. Они были постарше молодого Константина и повыше его в чинах, но относились к нему по-офицерски, по-товарищески. Да и солдаты относились к нему с симпатией, потому что, опять же, не жадные. Часто выступает крестным отцом, если у кого-то из нижних чинов вдруг родится ребенок, с радостью готов его крестить, подарить серебряный рубль. И, в общем-то, хоть и великий князь, и второй сын императора, а вроде как свой, военный, настоящий. После возвращения с невероятными победами суворовской армии в Россию отец хочет как-то отметить Константина, и главнокомандующий его прилюдно хвалит. Чем наградить? Придумал для него особое звание. По существующему в империи порядку первое лицо – император, цесарь, а наследник назывался цесаревичем. Поэтому цесаревич только один – Александр, старший брат. Но все могут короли в этой части, не в части любви. И вот Павел I решает, а у меня будет два цесаревича, два наследника, старший и младший. И Константин отныне тоже официально именуется цесаревичем. Ну, надо сказать, к власти он не рвался, старший брат Александр его не ревновал, и, в общем, отношения у них были абсолютно нормальные. В начале царствования брата Константин Павлович занимает пост, который должен занять человек воспитания Романовых, потому что ничего другого мужчины из семьи Романовых не умеют, ничему другому они, по большому счету, особо не учатся. Ну и самое главное, миссия Романовых – это быть военными. Миссия всех мужчин из царского дома. Поэтому Константин Павлович становится председателем воинской комиссии. Это не самый главный в армии, но ответственный за армейское хозяйство. И Константин, молодой, начинает вникать во все вопросы вооружения, расквартирования, обмундирования. Главная задача, которую перед ним ставит его старший брат, император, надо расходы на армию сократить, а боеспособность армии повысить. Ну, это классическая задача, нерешаемая никогда, ни в какие времена. Что делать? Заниматься-то надо, и Константин Павлович этим занимается. Он в части организационно-административной такой же невероятный педант, как его брат. Отличается склонностью, как сейчас говорят, к микроменеджменту. Вникает во все детали, во все нюансы, лично решает все вопросы, в которые, как казалось бы, начальнику большому погружаться совсем не обязательно. Ну, например, он лично подписывает увольнительные со службы всех нижних чинов в армии. Это означает, что
Если рекрут отслужил менее положенного ему срока и увольняется по каким-то причинам, заболел, ранение, особое решение руководства, может, за какие-то заслуги, второе лицо в государстве, цесаревич, лично его отпускает обратно в город или в деревню. Или же он начальник всей кавалерии, и как начальник кавалерии его императорское высочество решает вопрос: нужно ли отпускать деньги из казны на перевозку фуража, если расположение эскадронов более чем в 30 верстах. Мы с вами даже не поняли, о чем идет речь, а вопрос вот тут без второго лица в государстве не обойдешься. 30 верст – это как, на себе тащить фураж? Или можно потратить дополнительные средства, нанять телеги? Вопрос серьезный, чтобы не было ненужных казенных трат. А кроме этого Константин решает порядок смены стоящих в караулах, какой формы должны быть эполеты у офицеров, как наносить номера дивизии на погоны, какого покроя должны быть зимние офицерские панталоны. Ну, а летние офицерские панталоны – это уже отдельный вопрос. По какой форме должны составляться месячные рапорты. Ну и, наконец, важнейший кавалерийский вопрос. Какими должны быть конские потники? Ничего не проходит мимо внимания придирчивого Константина Павловича. Все успевает. Но если серьезно говорить, без насмешки, хотя это нам кажется сегодня несерьезным, надо пытаться понять логику принятия решений нашими предками. Крупных решений у Константина, как председателя воинской комиссии, было два. Во-первых, он придумал целый род войск и ввел его в наши армии. Это уланы. Уланы – это регулярная, легкая, хорошо подготовленная кавалерия, типа как казаки или казаки, но организованная и полностью простроенная по армейскому принципу. Это легкая кавалерия, вооруженная пиками. Вообще улан разные есть значения. Храбрец, воин. Мы-то что помним? Уланы с пестрыми значками. В общем, все побывали тут. Что такое пестрые значки? Это не кокарды и не значки на мундире. Пестрые значки улан – это такие флажки специальные, которые были у них на пиках. Трехметровая пика, фирменное оружие первой шеренги атакующего развернутого кавалерийского строя улан. Как рыцари, они атакуют пехоту с пиками наперевес, и это дает шанс пробить каре. Поэтому уланы мрачно шутили, что наш значок, этот флажок на кончике пики, это последнее, что перед смертью увидит супротивник. Форма улан имела характерное отличие, такая квадратная, высокая шапка, кивер. Потом ее со временем сплюснули, и она превратилась, узнаете, уже в современную польскую фуражку, которая называется конфедератка. Но изначально это высокий квадратный кивер. А главное отличие улан, помимо пики, это более дешевые мундиры, более дешевая форма, чем у гусар, например, или тем более у кирасир. Первая шеренга с пиками, а дальше с саблями, пистолетами и карабинами. Они как бы развивают наступление. Более легкие и, соответственно, более дешевые лошади, у каждого как минимум 2-3 лошади. Соответственно, формировать уланские полки дешевле, быстрее и выгоднее, чем тяжелую кавалерию. И они оказались весьма эффективны. Имели практически все преимущества казаков, но не имели тех очевидных недостатков, которые были у казачьих войск, связанных с более низкой дисциплиной и просто меньшей зарегулированностью казачьего войска, которое не всегда и везде можно быстро и эффективно использовать. Первые уланские полки были сформированы с подачи Константина Павловича, а уже в 1830-е годы нашей армии было аж 24 уланских полка. Это самая массовая часть кавалерии. Уланские полки просуществовали у нас до Первой мировой войны, до революции. Николай Гумилев, да, тот самый Николай Гумилев. Ну, понятно, что они уже на немцев там не с пиками шли, а использовали лошадей для быстрого перемещения, для маневра. Потом воевали в окопах, в цепях. Но это официально уланские кавалерийские полки. Кстати, что касается тех самых пиков, они были очень удобными. Не слишком длинными, но и не слишком короткими. И некоторые бравые уланы умудрялись фехтовать ими, говорят, не хуже, чем с саблями. Были какие-то специальные приемы. Ну, а помимо улан, Константин Павлович является прародителем
еще и целой сети военных училищ. Офицеров не хватало катастрофически. Ну, всего-то 2 кадетских корпуса в столице, в Москве, Пажеске, и все. И каждое из этих военных училищ буквально выпускает в год, 100, может быть, офицеров. Огромный недостаток офицерских кадров обнаружился во время войны 812 года. А Константин Павлович создает 10 военных училищ в разных губернских городах. Это не только Петербург и Москва, но еще Смоленск, Киев, Воронеж, Тверь, Ярославль, Нижний Новгород, Казань и даже Сибирский Тобольск. Финансовый подход был весьма разумный, как сейчас. Софинансирование. Часть средств выделяется на создание и содержание училищ из казны, остальное оплачивают местные дворянские собрания. Дворяне, чьи дети приезжают учиться в эти училища. Надо сказать, что дворяне на местах эту идею горячо поддержали, потому что, во-первых, для родителей это обходится намного дешевле, чем оплачивать своим отпрыскам жизнь и учебу в столице. Маменьки, так они вообще счастливы, потому что дети под приглядом находятся, они где-то там в столицах, чему их там местные балерины научат. Все довольны. Так в стране появилась сеть военных училищ. Говоря короче, если Аракчеев был главным реформатором артиллерии, а это очень важно было, у нас, как мы помним, даже пуля считалась дурой, не то что артиллерийское ядро, то Константин — главный реформатор кавалерии, и вообще организации всего армейского тыла. Это в эпоху бесконечных наполеоновских войн было архиважно. Вопреки расхожему мнению, в 812 году именно Константин, а не Багратион, был самым ярым сторонником дать Наполеону генеральное сражение где-нибудь поближе к границе, не пускать его к Москве. Барклаю тяжело с ним приходилось, и чтобы побороть его оппозицию, пришлось дважды буквально выгонять Константина Павловича из армии, совершенно наплевав на его статус. Так что молодец Барклай, он настоял на своей непопулярной точке зрения и не боялся поссориться со вторым человеком в империи. Кто бы сейчас на такое решился, а он мог. Если говорить о Константине не как о тыловике и организаторе, а как о полководце, тоже можно сказать несколько добрых слов. Звездный час Константина как самостоятельного командира в большом сражении – это март 1814 года, Франция, битва при Фер-Шампенуазе. Константину всего 34 года. По тем временам это уже зрелый военный. В этом сражении с нашей стороны действовала исключительно кавалерия. Под личной командой Константина была предпринята одна из самых лучших конных атак, наверное, в истории нашей армии. Это мнение не какого-то придворного льстеца, это мнение известного военного историка Антона Керсновского, причем он об этом писал в эмиграции уже в 20-е, 30-е годы прошлого века, после падения дома Романовых, поэтому никакого повода льстить Константину спустя 100 с лишним лет Керсновскому не было. Действительно, невероятно грамотно организовано кавалерийское сражение, и итог. 8 тысяч пленных французов, в том числе 2 генерала, захвачен весь обоз, все пушки, сокрушительная виктория. А вскоре после этого сдался и сам Париж. И Александр посылает домой в Петербург своего младшего брата возвестить о полной победе над Бонапартом. Константин приезжает в Петербург, его встречает местное дворянство. Петербургское дворянство, в отличие от московского, так особо в войну не пострадало. Домов своих они не лишились. Поэтому они предлагают дать грандиозный бал на всю столицу. За свой счет, естественно, в честь прибытия Константина Павловича. Кто Константину Павловичу об этом сказали, а он же прямо с фронта, можно сказать, он категорически от этого отказался. А деньги собрали? Молодцы. Но они все пойдут в фонд на помощь раненым ветеранам и солдатам. Без всяких балов. И в этом профессионального военного Константина не было никакого позерства. Потому что настоящему, нормальному военачальнику, и тем более полумонарху, никакой дешевый, тем паче дорогой подхалимаш совершенно не нужен. Вы знаете, именно этим иммунитетом к подхалимажу, наверное, отличается хороший руководитель от плохого.
как он относится к лести и подхалимам. Но это так, жизненное наблюдение. Дорогие друзья, сегодня мы показываем вещи подлинные, поэтому кое-какие из них за стеклом. Достать мне их будет тяжело. Это шпага не из балета «Щелкунчик». Это самая настоящая шпага детская великого князя Константина. Когда он еще внучок Костя, бабушки Екатерины Великой, она ему подарила такую шпагу, видимо, с которой он должен в будущем будет брать Константинополь. Мундир Константина Павловича, слегка, наверное, усел, как обычно за 200 лет. Это мундир уланского полка. Уланы, как особый вид кавалерии, введен в нашей армии именно Константином Павловичем. Уланы будут у нас до 18 года. И среди улан будет много известных людей, начиная от кавалерист-девицы Надежды Дуровой, и заканчивая поэтом Николаем Гумилевым. А вот как выглядели уланы при Константине Павловиче, это, собственно, он, из собрания музея Суворова. Посмотрите, характерная шляпа-конфедератка или кивер-конфедератка. Пики здесь нету у него, главного отличительного оружия легкой уланской кавалерии. Но во всем остальном, что на этом портрете, что на этом, настоящий уланский мундир. Кстати, обращаю внимание, вот эти два эполета появились на обоих плечах именно у улан. У других эполеты могли быть или просто из шерстяной нити канители для младших офицеров, либо уже из серебряной канители или золотой, как у генералов. Как мы помним с вами, по длине, толщине и красоте этих эполет солдат мог издалека сразу определить звание, или, как тогда говорили, чин этого офицера и понимать, как к нему обращаться. Ваше благородие или ваше превосходительство. Вот он, молодой, красивый улан Константин Павлович. После разгрома Наполеона, решения Венского конгресса, всех держав-победительниц в России, досталась большая часть исторической Польши, кроме севера, который остался за Пруссией, там, где Гданьск, то бишь немецкий город Данциг, кроме Кракова и Познани. А остальная часть польских земель вошла в состав империи. Было образовано царство польское, царем которого по совместительству стал Александр I. В полном титуле императора Александра факт трудоустройства польским монархом оказался только на 8-м месте по значимости, где-то там между должностями царя Астраханского и царя Сибирского. Однако, в отличие от самой России и от ее древних земель и губерний, Польша оказалась в самом привилегированном положении. Она получила конституцию, самую либеральную в Европе на тот момент. Польша управлялась собственным наместником. Константин Павлович как бы представлял в Польше верховную власть. Он поедет в Варшаву, в Бельведерский дворец, построенный, кстати, за наши российские бюджетные деньги. Это сейчас резиденция польского президента, так, к слову. Наместником Польши из деликатности Константина Павловича назначать не будут. Им будет бывший наполеоновский генерал, противник, потерявший ногу при Березине, поляк по фамилии Зайончик. А Константин будет считаться главнокомандующим местной армией, сформированной, опять же, главным образом из служивших Наполеону польских солдат и офицеров. У Польши будет собственное правительство, собственный двухпалатный парламент-сейм, собственная таможня, собственный бюджет, собственный Минфин и собственные деньги. Посмотрите на польскую монету золотую в 50 злотых образца 1717 года. Здесь на реверсе герб Российской империи, в которую вписан на щите польский герб с королевской короной. Вот так, с уважением к местным традициям, опять же, деликатно. Первый приказ Константина, как главнокомандующего польской армией, звучал так. Это обращение к солдатам и офицерам, кавычки. Вы, поляки,
отличились великими подвигами в борьбе, нередко вам чуждой, подразумевается, не за того воевали. Но теперь, когда вы посвятите все ваши усилия защите Отечества, то есть правильного вашего Отечества объединенно, русско-польского, вы воистину будете непобедимы. Засыпал поляков комплиментами. Примерно так же мог бы выразиться и другой Константин спустя 100 с лишним лет, который тоже стал главнокомандующим польской армии, должностью польского министра обороны, и фактически с нуля воссоздавал польские вооруженные силы и всю польскую военную систему. Звали этого Константина, природного поляка, Константин Рокоссовский. К сожалению, что в случае с Рокоссовским, что с нашим героем, польские элиты воспринимали это как должное, без всякой благодарности и без всякой благодарной памяти. Я не случайно сказал вам польские элиты, потому что я не хочу говорить о всех поляках. Поляки – гордый, талантливый народ с большой историей, по-настоящему большой историей. И отождествлять поляков с польскими элитами не надо. Люди ведь не делятся, как в анекдоте, на русских, немцев, поляков и так далее. Люди делятся на честных и бесчестных, порядочных и непорядочных, а не по этническому признаку. Когда Константин жил в Польше, ему нравилась Польша, ему нравились польские женщины, мы об этом поговорим. Ему нравилась польская культура, ему нравилась польская музыка, он любил Шопена. Он был полонофил. Хотя либеральных заморочек своего старшего брата он не разделял. Польская конституция ему не нравилась, он не скрывал к ней своего неодобрительного отношения. Считал, что вся эта ветрянка либерализма ни к чему, от этого полякам только хуже. Может быть, он был в чем-то и прав. Помним, солдата, солдату, солдатам, о солдате. Но, поскольку есть конституция, а это как бы устав, какой-никакой, а устав надо соблюдать военному. Поэтому законы соблюдал строго. Тем более, что слово какое-то созвучное с его именем. Конституция. Нет, жену его Конституция не звали. Не ловите меня на слове. Об этом позже. Прежде чем говорить о том, как Константин отрекся от верховной власти в империи, несколько слов о его личной жизни. Личная жизнь была бурная. Женили его в 16. Жениться он не хотел. Упирался как мог. Будем надеяться, что хотел не жениться, а учиться. Но была у него бабушка, с которой спорить запросто непросто. Ибо звали ее Екатерина Великая. Желая облагодетельствовать своих любимых двух внучат, Сашу и Костю, Александра и Константина, женить их пораньше и получить наследников, она вызывает вполне себе демократично 3 симпатичных юных немецких принцесс, сестер, и говорит: их 3, выбирайте, кого хотите. Константин выбрал самую младшую, ей вообще было 14. Вот посмотрите на ее портрет, здесь она, конечно, постарше. Юлианна Генриетта Ульрика Саксон Кобург Заальфельдская. Анна Федоровна, по-нашему. Портрет из Пушкинского музея. Почему женили на немках, я уже 100 раз об этом рассказывал. Отсылаю вас к предыдущим лекциям из истории 19-го, еще лучше 18 века. В германских княжествах, коих было несчитанное число, находился огромный выбор симпатичных, молодых и все-таки первые лица формально статусных невест, при этом бедных и ни на что не претендующих. В случае с нашей Анной Федоровной как-то с самого начала юные супруги характерами не сошлись. Совсем. И пройдет несколько лет, и она отпросится в Европу полечиться на воды, а потом будет писать, что чувствует себя нехорошо. В общем, так она там в Европе и останется. И все будут знать, что Константин здесь, а молодая жена его в Европе. Никаких отношений между ними нет. И возвращаться она не хочет. Монашеским поведением наш герой тоже не отличался. У него было бесчетное число мимолетных и не очень мимолетных увлечений. Тем более супруга где-то там непонятно где. И он официально просит развод. А брат ему не дает никакого развода, потому что это неприлично. Пару раз он, правда, попал и в довольно серьезные отношения. Для начала он 10 лет жил почти семьей
с одной француженкой, которую звали Жозефина, по бывшему мужу Фридрикс, а по-русски Ульяна Михайловна Александрова. Портрет с сыном, сын от нашего героя. Ее история – это, конечно, кино. Сценарий «Куда там Голливуду с его красоткой с Ричардом Гиром». Девушка из очень бедной семьи. В 14 лет продана родителями, ну буквально продана, отдана в воспитание за вознаграждение богатому старику в Лондон. Старик умирает через несколько лет от старости. А его воспитаннице 20 лет и прав никаких. Деваться некуда, только на панель. Но тут в Лондоне неожиданно появляется импозантный русский генерал по фамилии Фридрикс. Он делает предложение и женится на ней. Они приезжают в Россию, и тут выясняется, что Фридрикс, конечно, тот еще болтун. Никакой он не русский генерал, всего-навсего фельдъегерь, который возит нашу диппочту из Петербурга в Лондон. И никакого у него нет ни поместья, ни генеральства, ничего. Только койка солдатская в съемной квартирке в Петербурге и более чем скромное жалование. Тем более он все время в разъездах. Вот чтобы как-то выжить, Фридрикс поступает на работу в модный магазин в Петербурге продавщицей, где каким-то невероятным образом знакомится с великим князем Константином. И симпатия, любовь. Она переезжает к Константину. У них общий сын, которого назовут, фамилия, имя, отчество, конечно, поразительные, как вот Лего собрали из конструктора. Павел Константинович Александров. Именами важных для Константина людей. Константин Павлович – честный офицер. Ну и что продавщица? Ну и что сложной судьбы? Он, как Ричард Гир из кино, несколько раз просит своего старшего брата дать ему, наконец, развод и разрешить жениться на любимой девушке. Но такой мезальянс второй человек в империи позволить себе не может. И, конечно, Александр разрешения не дает. Жениться на девушке столь необычного происхождения мог позволить себе только Петр I. Потом была еще одна французская актриса, от которой тоже Константин приобрел сына. И тоже назвали его, не мудрствуя лукаво, Константин Константинович Константинов. Вот так вот. Две француженки, два сына. Детей своих очень любил, воспитывал лично. Кстати, тот самый Шопен им преподает музыку, и игру на фортепиано. Константин Константинович Константинов окончит Михайловское артиллерийское училище, увлечется новинками, самым неожиданным направлением в артиллерийском деле – ракетами, и станет пионером в этой области, занимется изготовлением боевых ракет. Причем он будет не только инженером, но и настоящим ученым-теоретиком. Более 100 научных работ. Для середины XIX века армейские ракеты – это вундерваффе, просто чудо-оружие. Ракеты Константинова летели на 4-5 километров. Использовались они во время Крымской войны, потом использовались и Скобелевым в среднеазиатских походах. Ну, представьте себе, какой шухер наводили эти ракеты на каких-нибудь воинов хивинского хана. Константинов хотел построить настоящий ракетный завод в Николаеве, но, к сожалению, довольно молодым умер. И просто не нашлось энтузиастов, которые бы подхватили это дело. Ракетный завод работал, но он перешел постепенно с военной продукции на ракеты осветительные, сигнальные. Не нашлось, к сожалению, в нашей армии достойного продолжателя дела Константинова. Тогда России было не до ракет. Помните, англичане ружья кирпичом не чистят. Наше отставание в огнестрельном оружии заставляло бросить все усилия и все бюджеты на то, чтобы перейти от гладкоствольных ружей к нарезным. Ракетные разработки казалось расточительством. В общем, увы. Но, если говорить серьезно, то знаменитые «Катюши» по принципу своего действия – это ракеты Константинова, сына нашего героя, энтузиаста и основателя ракетного дела в России. Ну, давайте вернемся к Константину Павловичу. В конце концов, нашел он главную любовь в своей жизни уже в зрелом возрасте, в 40 с лишним лет. Это польская графиня
по фамилии Грудзинская. Иоанна, Жанна, Иванна. Вообще, польки считаются обворожительными женщинами. Есть такой среди европейцев стереотип, и, честно говоря, когда смотришь на девушек из Восточной Европы, польки, словачки, украинки, белоруски, ну и наши русские, то, конечно, понимаешь всех этих несчастных англичан и скандинавов, понимаешь разницу. Вот одна полька обворожила самого Наполеона, звали ее Валевская, она была его любовницей, родила ему сына. Грузинская оказалась не такая. Она, любовница Константина, быть отказалась, и он 4 года накручивал вокруг нее круги, параллельно все-таки уламывая своего брата разрешить ему развод, потому что надо жениться официально, иначе нельзя. И уламал. Так графиня Иоанна Жанетта Грузинская в официальном замужестве с великим князем Константином Павловичем Цесаревичем стала княгиней Лович. Вот ее портрет в Государственном историческом музее, как она предстала перед художником. Вот считается, что именно этот брак и закрыл Константину путь к императорской короне. Он после свадьбы написал письмо брату, где официально отказался от своих прав на престол. Брак марганатический. Отречение Константина, выбравшего любовь вместо короны, он же был официальным наследником престола, у старшего брата детей нет мужского пола, и, судя по всему, уже не будет. Однако отречение для большинства остается тайной. Публично он наследник престола. Поэтому, когда скоропостижно и неожиданно в Таганроге Александр I скончается, все и в Петербурге, и в Москве, да и сам Николай Павлович, младший брат, присягнут Константину. Более того, в Петербурге монетный двор начнет иметь чеканку от константиновского рубля. Вот посмотрите, с профилем императора. Сохранилось несколько экземпляров этой монеты, и каждая стоит целое состояние. Константиновский рубль гораздо дороже, чем, например, рубль известной русской железной маски императора-младенца Иоанна VI, образца 1741 года. Хотя рубль Иоанна, его хождение было запрещено категорически, а сам факт владения этим рублем рассматривался как государственное преступление и при Елизавете, и при Екатерине. Однако константиновский рубль – большая редкость. Я недавно слышал, что, по-моему, какую-то монету продали за $2,5 миллиона, хотя, может быть, даже и дороже. Что думало общество о новом императоре Константине I? Как его воспринимали в период вот этого междуцарствия? Сохранилась характеристика, данная ему Александром Сергеевичем Пушкиным. В частном письме с Катениным, известным русским поэтом, другом Пушкина, тоже офицером. Позволю себе процитировать. Кавычки. «Как верный подданный, должен я, конечно, печалиться о смерти государя», имеется в виду Александра I. «Но как поэт я радуюсь восшествию на престол Константина I. В нем очень много романтизма. Его бурная молодость, походы с Суворовым, вражда с немцем Барклаем – все это напоминает Генриха V. К тому же он умен, а с умными людьми все как-то лучше. Словом, я надеюсь от него много хорошего». Это письмо датировано 4 декабря 1725 года. До восстания декабристов и событий на Сенатской площади остается всего-навсего 10 дней. Почему он напоминает ему Генриха V и кто это такой? Пушкин глубоко и очень правильно понимал историю. Сравнение с Генрихом V Ланкастером, английским королем времен Столетней войны с Францией, это не комплимент. Это, знаете ли, целая овация, которой от нашего поэта, честно говоря, мало кто удостаивался. Генрих V Ланкастер – это английский герой, тот, кто разбил многократно превосходящее войско французов при Азенкуре. Это тот английский король, при котором Англия была максимально близка к победе в Столетней войне и, в общем-то, чуть-чуть не поглотила всю Францию. А дальше восстание декабристов. Константин Павлович снова второй и третий раз отказывается от престола. Остается в Польше. Жена его заболеет чехоткой. Ему придется нередко сопровождать ее, ездить на какие-то немецкие курорты, где она чуть получше себя чувствовала.
Странная медицина той поры, лейб-медик, главный врач Саксонии, врач короля, прописал ей самую модную диету от туберкулеза. На тот момент винная диета. Есть надо только виноград и больше ничего. И запивать его только вином. Я уж не знаю, сколько недель или месяцев надо было просидеть на этой диете. Возможно, она даже начинала нравиться жене Константина, но точно здоровья не добавляла. Сам Константин, сопровождая свою супругу в этих поездках, чудовищно скучал, пил ведрами минеральную воду и по четверти часа, как писал, принимал ледяной душ, который никто, кроме него, закаленного офицера, вынести так долго не мог. А тем временем, в, казалось бы, свободной Польше в 1830 году начинается военный мятеж. Константин Павлович, по сути, уклоняется от подавления восстания. Ему кажется, что если оставшиеся верными польские войска сами разберутся с мятежными, можно будет избежать каких-то крупных репрессий. Он к этому мятежу относится несерьезно, отступает с небольшими русскими частями на территорию русских губерний. Его даже называют саботажником в Петербурге. Почему? Он не расправился с мятежниками с самого начала. Его мягкость играет дурную роль, потому что пламя мятежа ширится, и постепенно большая часть польских частей, не все, но большая часть примкнет к мятежникам, и подавлять восстание придется уже железом и кровью сначала Дибичу, а потом Паскевичу, который довольно быстро разберется. А поляки лишились самого доброжелательного в своей истории неформального наследника императора. Ну и дальше для них будет все хуже и хуже. А потом историческая случайность. По пути в Петербург, куда его вызывает император, видимо, выпил воды некипяченой, как Чайковский впоследствии, и заболеет холерой. Тогда холера свирепствовала в этих районах, и умрет в Витебске в 52 года. Никакой ледяной душ от этой жуткой болезни не поможет. Какая память о Константине? Посмотрите Константиновский дворец в Стрельне. Это удивительное, необычайной красоты сооружение было хроническим долгостроем. Его начинали строить еще при Петре Первом. Потом Екатерина пыталась достроить, не достроила. В конце концов, достроили при Павле, и Павел подарил этот дворец своему сыну. Отсюда он и называется Константиновский, но не только поэтому. Так получилось, что затем дворцом владеет сын Николая I Константин Николаевич, а потом его сын Константин Константинович, известный поэт, который писал под псевдонимом К.Р. В общем, дворец переходит от Константина к Константину. И это название так и осталось. Последний владелец этого дворца, его расстреляют большевики как заложника. Знаете за что? В ответ на убийство в Германии Карла Липкнехта и Розы Люксембург. А как вы думали? Надо отвечать за Розу Люксембург. В общем, дворец этот пребывал в разной степени неухоженности до тех пор, пока наконец не оказался в ведении управделами президента. И сейчас это одна из официальных резиденций президента Российской Федерации, называется Государственный комплекс Дворец Конгрессов. Там проводятся действительно большие мероприятия. Там проводился саммит «Восьмерки» в 2006 году, когда с Европой мы всячески старались тесно дружить. Это был знаменитый саммит, один из самых таких красивых, когда-либо организованных. И там потом будет жеребьевка чемпионата мира по футболу, лучшего чемпионата мира в истории чемпионатов 2018 года. Сегодня во дворце прекрасная коллекция, можно сходить с экскурсией. Если там нет официальных мероприятий государственных, то это просто замечательный музей. Я начал с того, что история не знает сослагательного наклонения. И говорить, что бы было, если бы Константин согласился принять корону, как уговаривали его все, и его сослуживцы, начиная с Милорадовича, и офицеры, и сам брат Николай. Что бы было, если бы... На этот вопрос мы никогда не можем найти правильного ответа. Может быть, не было бы восстания декабристов, не было бы повода.
Или оно прошло бы как-то совершенно иначе. Или Константин, приехав в Петербург, пригласил бы всех своих сослуживцев, и эти молодые офицеры стали бы основой какой-то новой команды реформаторов и запустили бы реформу. Ведь в конце концов в молодости его учителями были либералы, а прожив много лет в Польше, он тоже мог пропитаться каким-то европейским духом. Кстати, в Польше в тот момент крепостного права уже не было, его отменил Наполеон. А может быть, Николай I, тогда великий князь Николай Палыч, который стал бы наследником престола, ведь у Константина нет официальных детей, занялся бы не политикой, которой он не имел никакой любви, никаких склонностей, а тем, чему он учился всю свою жизнь, инженерным делом, и посвятил бы всего себя строительству железных дорог, вокзалов, строительству заводов, открывал бы новые политехнические институты и вошел бы в нашу историю не как император, конечно, необычайно трудолюбивый, наверное, самый трудолюбивый в нашей истории, который пытался всячески скрепить и законсервировать империю, сохранить ее после декабристского возмущения, не как жандарм Европы, а как отец русской промышленной революции, русского промышленного переворота, который бы начался у нас намного раньше. А его сын Александр все равно бы провел освобождение крестьян, но провел бы его значительно раньше, если бы его не провел дядя Константин еще раньше. Ведь в конце концов вспомним, что Николай был младше Константина на 17 лет. А может быть, и атмосфера в Петербурге была бы другая, и Пушкин не погиб бы на дуэли при умном, как он писал, и любимом им императоре Константине I. И Лермонтова бы после этого не сослали никуда, потому что не было бы стихотворения «На смерть поэту», но был бы заслуженный гусарский полковник Лермонтов, который бы потом уехал к себе в имение, к бабушке, в Тарханы, и писал бы там великие поэтические и прозаические произведения. И годам к 50 Лермонтов, который был куда ближе к войне 812 года, чем Лев Николаевич Толстой, написал бы свою версию «Войны и мира», которую бы мы сейчас зачитывали до дыр в рамках школьной программы. Этого мы никогда не узнаем, потому что Константин Павлович был неправильным царем. Он царствовать не хотел. Как должен поступать алчущий власти претендент на престол в византийской, или точнее говоря, османской традиции? Как только ты получаешь малейшее право прорваться к трону, вырезать всех конкурентов, в Османской империи это делали буквально, вырезая своих живых братьев, расчистить вокруг себя поляну и наслаждаться всевластием. Константин Павловичу это было совершенно чуждо и не нужно. Он был неправильный кандидат в самодержца. И вся наша история поэтому пошла совершенно по другому пути. Куда несется Русь, птица-тройка? Она не дает ответа. Но пофантазировать на эту тему необычайно интересно. Если вы смотрите эту передачу в интернете, то знайте, что над нами давлеют алгоритмы. И если мы хотим, чтобы больше людей увлекалось историей, чтобы больше посмотрели это видео, надо ставить лайки, оценки, писать комментарии. Мы за это будем вам признательны от имени всего нашего лектория, где нету ни рекламы, ни промо-товаров, где нет ничего, чтобы мы продвигали бы вам. Мы за настоящее, искреннее и бесплатное историческое просвещение. Спасибо вам всем за любовь к русской истории и до следующих встреч. Всего доброго.